Что испытал и пережил персонал Чернобыльской атомной электростанции, работавший не только в ночь аварии, но и в последующие дни после 26 апреля, как оперативники, ремонтники, ЭТР и служащие выполняли свой профессиональный долг в запредельных уровнях радиации, трудно представить даже коллегам-атомщикам, не говоря уже о простых гражданах. Но восстановить ход событий можно. Наш фильм основан на записях оперативных журналов, на станционных приказах и распоряжениях, на материалах следствия, на послеаварийных исследованиях и воспоминаниях участников тех событий. Воскресный день 27 апреля для всех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на 4-м блоке, был не менее напряженным, чем день аварии. А жители Припяти этот день запомнили навсегда. Система управления Чернобыльской атомной электростанции была потрясена до основания. Оперативному персоналу пришлось принять на себя всю тяжесть организационных забот, так как значительная часть заместителей главного инженера, начальников и заместителей начальников цехов, мастеров, бригадиров, операторов, совершив свой гражданский подвиг, 26 апреля выбыли из строя. Старшие инженеры блоков ТЦ-1 назначались исполняющими обязанности начальников смены блоков. Начальники смен очереди выполняли обязанности начальников смен станции. Старшие машинисты переводились в цеховые начальники смен. Виктор Петрович Брюханов был полностью занят решением множества организационных социальных вопросов. А если к этому добавить активность следственных органов, то можно сказать, что директора Чернобыльской атомной электростанции с первых часов аварии фактически отстранили от реального руководства предприятием. Ночью 27 апреля работала все та же 5-я смена. Впрочем, 5-я смена представляла собой скорее уже сборный коллектив. Во вторую ночь мы приехали строго по графику, как положено, с 0 часов. Приехали 27-го, да. Третий блок стоял, его остановили через не знаю сколько минут после взрыва 4-го. А первый, второй блок работали на полной мощности. Но их уже, мы приехали, на первом блоке одна турбина была мегаватт 150, и на втором блоке, на нашем, одна турбина была 150 мегаватт, а одна уже стояла. С 4-го блока вода, вот эта вся грязная, которую там тушили, поливали, она вся уже дошла до нас по минусовым отметкам, по каналам. И нам приходилось эти трапы чистить, чтобы она сливалась в трапные баки, в насосы, чтобы для откачки. Ночью 27 апреля в 1 час 13 минут остановили первый блок. В 2 часа 13 минут второй блок. После того, как нажали на кнопку и заглушили реактор, то не менее опасная ситуация – это расхолодить реактор и оборудование с определенным, определенным регламентом. Первый блок уже остановился полностью, и мы думали оставить одну турбину на собственные нужды для электричества. Но я доложил на блочной, что минусовые отметки затапливают, там 0,80 помещение, там датчики стоят по защите, пара на выхлопе ЦВД, защита должна, может сработать. Я говорю, сейчас замкнет контакты, и ложно сработает защита, и турбина остановится. И там Гаврилин, Слава НСБ был, он потом замдиректора был по общим вопросам, и начальник цеха ТАИ, они решили защиту эту вывести, чтобы ложного не было срабатывания, чтобы оставить собственные нужды себе. Только они вышли за неоперативный, и АЗ-5 у нас сработало. И собственные нужды, потеря полностью собственных нужд, от АРУ запитаться нельзя было быть, там затопленные были шины. Только можно было запитаться от дизель-генераторов. Дизеля запустили. Вот, конечно, высокий профессионалист был в ребят на БЧУ, это Бочаров, Барабанов, Костя Рудя, Слава Гаврилин. Они хорошо работали, профессионально. Они запустили дизеля, запитали секции надежного питания, включали насосы, которые надо расхолаживать реактор, потому что все стоит, ничего не расхолаживается. Что дальше будет, это же ужас. Дизеля запустили, но через 10 минут дизеля отключились по температурному режиму. У нас тогда было очень много ракушки в пруде охладителей, и очень часто забивались теплообменники, и на дизель-генераторах то же самое.
А их давно так долго они не работали. Они немного поработали, ракушка эта подошла, забила трубки, и по температуре генераторы на дизелях отключают их. Ну, запустили следующее. Начали организовывать чистку этих теплообменников. И это постоянно, если, собственно, нужды есть, то их нету. То насосы включаем, расхолаживание реактора, там других систем насосы включаем. То ни один насос не работает, то два насоса работают. То есть приходилось этот режим регулировать всю ночь. Пошли гидроудары. Вопрос, скажем, привести в безопасное состояние, то есть в расхоложенном состоянии держать реактор в конечном счете. То есть это действительно достигается, там есть плановое расхолаживание, есть аварийное расхолаживание. Ну, по крайней мере, вот третий минимум в аварийном расхолаживании. Да, конечно, они все, да. То есть это порядка где-то, скажем так, до 5 суток активно работа. Да, так, и трое, может быть, хватит, для того, чтобы привести в порядок, отключить лишнее оборудование, минимизировать другие режими. Так мабуть, через розуміння страхів не було. Просто фізично важко було, жарко було, що то. Где-то уже в середине ночи Бочаров, Сеуд говорит, мы не можем электриков найти, они очень заняты. Говорит, вытесняй водород с генераторов по аварийной схеме. Открыл аварийные эти вентиля, выход водорода. И тут гидроудары пошли. Смотрю, бокс технологических конденсаторов, аж перекрытие подпрыгивает. У него такие удары сильные. И звонок с блочного, что им же не видно, что там, у их щит уже аж шатался там. БЩУ. Они говорят, Коля, определи, что там случилось, тут у нас уже аж штукатурка падает с потолка. Сложно мы с этими собственными нуждами останавливали второй блок, только благодаря, я говорю, профессионализму этих ребят, второй блок мы нормально остановили. После остановки реактора персоналу необходимо было подготовить оборудование к длительной стоянке в холодном состоянии. Изнурительная, полная нервного напряжения работа любого, кто выполнял свои профессиональные обязанности в эту ночь, в конце смены выражалась лишь короткой фразой: «Все нормально, работу сделали, происшествий нет». В принципе, страха такого, как не было. Надо было работать, как говорится, выполнять обязанности. Последняя запись в журнале административных распоряжений начальника смены АЭС, продублированная позже в приказе 244 о переводе оперативного персонала на 12-часовой график работы и переводе реакторов в глубоко подкритичное состояние, была сделана тоже 27 апреля. По-моему, 27-го уже смены работали, 28-го, то есть они уже перешли на военный режим, закончили переход. Сами смены, то есть там уже было все понятно, ясно. Утром 27 апреля определили минимум оперативного персонала, необходимого для обслуживания 1, 2 и 3 блоков. Составили списки из 150 человек, которым предстояло эксплуатировать остановленные блоки. Но кроме персонала, который обслуживал блоки, были те, кто выполнял значительный объем работы по локализации аварий. От уборки помещения, это чисто мы сейчас называем дезактивация, да, все мы собрались в РММ, ремонтно-механическая мастерская, погрузка, выгрузка, материальных ценностей, этим занимались. Значит, в первую очередь нам дали задание изготавливать контейнера, потому что начали летать вертолеты и забрасывать 4-й блок там, песком, все, а этого ничего не было. Поэтому там есть склад металла, вон, видите, где кран стоит. Мы ходили туда, брали металл, вручную притаскивали, дали нам чертежи, и мы изготавливали контейнера для загрузки в эти контейнера песок. Туда кидали песок, свинец, все там, что. И вертолет долетает, зависает, бросает вот это все. Робили ці коробки, ящики з металу, з листового, що їх потім в реактор льотчики кидали. А потім ми ще викликали на другий блок, там вже центральний зал. Я там як допоміжна сила був. Вообще-то в то время мы были слесаря по нестандартному оборудованию. Называлась бригада спецоснастки. Мы изготавливали приспособы разные. Ну, так как нам сказали изготавливать вот это все, пришлось нам изготавливать контейнеры. То есть вот прям 27 числа сколько вы их там сделали?
Мы не только контейнера делали, нам дали указания, начали делать саншлюзы, потому что в данный момент, когда мы вот это все начали изготавливать, мы встретились с нашими сварщиками. С нами тоже работали сварщики. Вот, только у нас там было, допустим, 2 сварщика. Потом прихожу, смотрю, наши с блока ребята сварщика. Мы встретились уже в бомбоубежище, когда принимали пищу. Вот. А вы что делаете? А мы, говорим, сейчас надо вам срочно заказать глушку, потому что надо 3-й блок, а 4-го оглушить. Поэтому мы там и точили эти глушки для того, чтобы трубопровод обрезать, его необходимо заглушить, потому что 3-й и 4-й блок, они были соединены трубопроводом и всем остальным. Поэтому какое задание давали, такое и делали. Для ликвидации последствий аварии на 4-м блоке в Припяти была организована бригада по загрузке песка. Мешки с песком военные вертолеты уже днем 27 апреля начали сбрасывать в пролом 4-го реактора. Позвонил в дверь начальник цеха и сказал, что если знаешь, где ребята живут в бригаде, кто, значит, собирай и на тарелку, где ракета разворачивается, на песок, сооружать мешки с песком. 27 числа первые вертолеты, комсомольцы наши грузили прям недалеко от горкома партии, на клумбе садился вертолет, и в мешки, первые мешки набирали прям здесь, на причале в городе Припяти. То ли штаб какой-то был, в общем-то, сказали, что нам делать дальше. Значит, сказали, говорит, завтра, значит, выходите на трассу, будет идти автобус, собирать людей, значит, нужно грузить песок. Вертолеты садились на кругу у нас возле кафе Припяти, возле этого Прометея, кинотеатра, там круг, вот как раз там люди загружали еще песком. В то же время, пока станционники останавливали блоки, работники исполкома и участковые инспекторы городского отдела милиции всю ночь и половину дня 27 апреля готовили списки жителей города, распределяли оперативных ответственных по домам и подъездам, подсчитывали нужное количество транспорта, определяли порядок и последовательность эвакуации, маршруты движения, места для пунктов дозиметрического контроля. Мы не выезжали туда. Полесский район, в Иванковский район. Там больше организовывали партийные советские органы тех районов и областного уровня. Беличенко Александр Николаевич. Вот они занимались именно вот работой в тех районах. То есть это надо было обойти по селам, это надо было по каждому двору обойти и определить, какой двор сможет принять и сколько сможет принять людей. То есть надо было знать вот эту всю информацию. Это была очень большая работа сделана. Эвакуация 50-тысячного города – задача, требующая времени и большой организационной подготовки. К тому же эта задача осложнялась путаницей с расшифровкой показаний дозиметрических приборов, недооценкой йодной опасности, отсутствием четких методических документов по оценке и прогнозированию развития радиационной обстановки, размытостью или отсутствием медико-санитарных критериев для принятия соответствующих решений, полной неясностью в вопросе, кто и каким образом принимает решение об эвакуации. Некоторые до сих пор обвиняют директора ЧАЭС Брюханова, что он не дал своевременной команды на эвакуацию жителей Припяти. Но решение об эвакуации принимает не директор АЭС. По существующему тогда положению, в случае серьезной аварии на атомной электростанции, решение об эвакуации должен принимать председатель облисполкома на основании письменного доклада директора АЭС, официальных данных по радиационной обстановке химвойск СССР и санкций Министерства здравоохранения СССР. Решение об эвакуации принималось где-то ночью. Где-то часа, наверное, в 2-3, вот так вот. То есть оно уже практически вечером витало, вот, что вот оно будет принято, ночью оно было принято, и назначено, что это будет где-то после обеда на следующий день. То есть давалось время, чтобы подготовиться к этой эвакуации. Поэтому на 2 часа удалось поспать, и часов в 6 мы опять собрались в горкоме партии, провели совещание и определили, кто будет в каком микрорайоне отвечать за эвакуацию и как оно будет проходить. В общем-то, расписано было все очень подробно. Автобусы, кроме автобусов и машин, еще было 4 электрички, то есть это 2 сдвоенные электрички. Но, в общем-то, мы не ориентировались. То есть электрички были для тех, кто хочет сам уехать,
у кого, допустим, родственники где-то, допустим, в Чернигове или еще в каких-то в Полесском районе. То есть они сами могут спокойно сесть и уехать, чтобы не создавать дополнительных проблем. Ну, хотя автобусов было достаточно, и мы не видели, что будут какие-то проблемы. Дальше была прорисована схема движения этих всех автобусов. Автобусы заходили по центральной улице, потом расходились по бокам и, охватывая город, выходили по крайним улицам из города. То есть не пересекались. Следующий момент был связан с работой с населением вот перед эвакуацией и во время эвакуации. Единственное, с кем мы могли бы вот так вот активно работать, это оставались ЖЭКи, то есть работники ЖЭКов. В воскресенье, 27 апреля, в 11 часов по громкой связи в Припяти была объявлена эвакуация, а в 2 часа дня у каждого дома и каждого подъезда стояли автобусы. Эвакуация прошла очень организованно и очень спокойно. Ну, наверное, этому способствовала хорошая очень погода. И даже вот идешь по микрорайону, а молодежь сидят на лавочках, на гитарах играют. Я говорю, вы что на гитарах-то играете? Собирайтесь в автобусы, надо сейчас будет уезжать. Нет, мы не поедем этим автобусом, мы едем вот на машине на Беневку или на Белую Сороку. Это в сторону Белоруссии, примерно 20 километров от города. Мы там 3 дня пересидим, мы с палатками, с гитарами, у нас все есть, все прекрасно, и через 3 дня мы вернемся. Ну, смотрите сами, это дело такое. Тем более, что было объявлено, что на 3 дня. Надеялись, что за это время стабилизируется ситуация. И, в общем-то, ну, я бы даже не так сказал. Наверное, не так надеялись. Потому что в планах обычно вот на случай ядерных таких вот нападений рассчитывают, что в течение первых 3 дней короткоживущие изотопы распадутся, и уровень радиации уже будет не такой значительный. И исходили, опять же, вот из этого посыла, который заложен в гражданской обороне. Хотя любому специалисту понятно, что если оно уже выпало, то оно выпало. И понятно, что там распадется йод через какое-то время, но у него период полураспада 7 суток, но это 7 суток, это все равно довольно значительный период. А все остальные элементы имеют периоды там 244 дня рутений, допустим, 30 лет, цезий, стронций и так далее, а плутоний вообще огромное количество лет. Поэтому, но тем не менее, вот было ориентир, что на 3 суток, и поэтому некоторые молодые люди прям компаниями собирались и говорили, нет, мы поедем или на дачу, или поедем просто на рыбалку, или поедем просто на природу, а потом вернемся через 3 дня. И вот такая вот хорошая погода, не чувствуется никакой вот опасности в городе. И, естественно, не было психологически вот какого-то такого негативного, вот, тяжелого состояния, когда бы люди бы нервничали, возмущались и так далее. Все спокойно садились в автобусы и все спокойно ехали. Припятчане покидали свой город налегке, поскольку было объявлено, что в скором времени они вернутся. Мало кто из 1000 эвакуированных понимал, что Припять они покидают навсегда. Комендант общежития нам говорил, что все, давайте, будет эвакуация. Когда подошли автобусы, мы сели в автобусы и вывезли нас в какое-то село. Село я тоже не помню, какое село. Женщины плакали, кричали, а когда нас заберут. Припятчан уже вывозили, они уже в автобусах сидели, а мы все выходили, их провожали. Вот. Некоторых везли на Киев, а в основном на Полесское, всех по той дороге, другой дороге. Потом начали рейсовые автобусы с Киева, желтые карусы, все с номерами, то есть маршруты даже не поснимали. И воинская часть, химики подъехали, поставили лагерь возле Лилева. Это было 27-28 апреля. Потом военкоматы пособирали военнообязанных и всех увезли в район Лилева на загрузку вертолетов. Они грузили вертолет. Значит, я, в принципе, даже не знал, как мне поступить. Но когда я вышел 1:30 где-то из дома, я жил
на Лесе Украинки 56, это вот была крайняя 16-этажка в Припяти, то увидел, что практически весь дом, то есть садится в автобусы, то есть оставаться одному. Не знаю, как был, поэтому я быстро побежал, схватил сумку, паспорт. И слышу радио. Внимание, внимание, эвакуация. Я так раз голову поднял, в 14:00, типа, эвакуация, выходить под подъезды, там вещи взять на 3 суток. Я собрал эти вещи, вот. Вышел под общежитие, как раз идет старший мастер мой. И говорит, мы едем на работу. Я говорю, на какую работу? На станцию. Так она взорвалась. Ну, нам надо ехать на работу. Я говорю, ну, надо, можете? Я говорю, конечно, могу. Все, я свой чемодан собрал и пошел. Люди остались ждать автобуса возле подъезда. А вы 27-го пошли на станцию? 27 числа город эвакуировали. Последний автобус ушел там от микрорайона где-то в 16:20 где-то. А вы? А нам сказали, возле КБО нас ждет машина, и мы едем на станцию. Мало кто знает, что 27 апреля были и такие, которые не захотели или по тем или иным причинам не могли эвакуироваться. И никто, подчеркиваем, никто их насильственно никуда не вывозил. Кроме того, оставалось несколько людей, ну, которые просто не хотели, говорили, а о чем мы на 3 дня? Да нет тут никакой радиации. Были такие люди, были. Со всеми пытались мы работать и объяснять, что надо выезжать, но вот силами руки не выкручивали. И даже вот последние, вот, ну, наверное, уезжали где-то уже ближе к 10-15 мая. Даже у нас был один случай такой, когда мы разбирали поведение одного человека, я сейчас уже не помню его фамилию, но он оставил своих родителей, и потом где-то через 2 недели пришел к нам, дайте мне пропуск или машину, чтобы я съездил в Припять, забрал своих родителей. Подожди, как же ты оставил? Это же твои родители. Ты 2 недели, где ты был? Были и такие случаи. Все помнят четко организованную эвакуацию жителей Припяти, но никто не вспоминает, какой большой объем работ был проделан помимо эвакуации припятчан. Обеспечение сохранности, а затем и вывоз городских архивов, ЗАГСа, паспортного стола, ГОРАНО, важного оборудования городских предприятий, учреждений Сбербанка, связи. Обязательно нужно вспомнить не прекращавшую работать специальную медико-санитарную часть 126, где продолжали оказывать первую медицинскую помощь облученным. Большая часть медицинского персонала днем 27 апреля эвакуировалась вместе со своими семьями. В МСЧ осталась небольшая группа припятских медиков и специализированная бригада врачей, прибывшая из Москвы вечером 26 апреля. Именно московская бригада в ночь с 26 на 27 апреля провела специальное обследование 350 человек, находящихся в стационаре. А 27 апреля врачам было необходимо подготовить облученных пожарных и оперативников ЧС для транспортировки. Больных вывозили автобусами, не только в киевские клиники. Особо тяжелых везли в аэропорт Борисполя. Там первую партию на десантном самолете отправили в 6-ю московскую больницу. Вторую партию пострадавших переправили в Москву на рейсовом Ту-154. Всего 27 апреля из Припятской медико-санитарной части эвакуировали более 300 облученных. И после эвакуации медико-санитарная часть 126 продолжала работать. В последующие несколько дней сюда было госпитализировано еще 200 человек с подозрением на лучевую болезнь. Были специальные автобусы для лежачих больных. Было специально расписаны автобусы, которые и шли для населения по микрорайонам, а были, которые шли специализированно вот на медсанчасти. Преданность клятве Гиппократа продемонстрировали большинство медицинских работников Припяти, приняв первый удар на себя. Они стоят в одном ряду с оперативным персоналом и пожарными Чернобыльской атомной электростанции. После эвакуации город практически выехал, осталась правительственная комиссия, остался я, остался второй секретарь Припятского горкома партии Веселовский Александр Афанасьевич и Саулов Александр Юрьевич, зампредседателя исполкома. Вот мы втроем оставались какое-то время, и потом мы выезжали уже 30 числа аж. Но это было связано с чем?
основная масса людей вот, из горисполкома и горкома партии, они выехали для того, чтобы работать с эвакуированным населением там. Понятно, что там возникнут какие-то вопросы. И они возникли, потому что кто-то не взял паспорт, кто-то не взял деньги, кто-то взял всего лишь одну рубашку, и она грязная оказалась, и ее забрали. То есть надо было все это решать. Кто-то поселился в такой дом, где жить невозможно было. То есть это все это обычные бытийские вопросы, но их надо было решать. И основная часть вот, работников выехала туда, и горкома комсомола, и горкома партии, и горисполкома, и они работали с эвакуированными. Но была такая команда, что вот мне и Саулову пока оставаться в городе, чтобы люди вроде как воспринимали, что там есть еще советская власть, а значит там не будет мародерства. Но сразу скажу, что к этому времени милицию мы уже заменили, и уже милиция была не из нашей, а из привлеченной, то есть с других районов. Их было значительно меньше, больше они передвигались на БТРах, были уже войска какие-то, то есть патрулирование было организовано. Но уже не было такого оцепления, что вот первый день там стояло чуть ли не у каждого подъезда по милиционеру. Здесь уже не было ничего, просто было какое-то вот такое движение, патрулирование. Буквально за 3 часа жители эвакуировали. Город опустел. А штатное оперативное управление электростанции продолжало без замечаний работать и выполняло свои функции. А вы почему не эвакуировались? Ну, потому что от 28-го на смену надо было идти. То есть даже мысли не было куда-то эвакуироваться. Нет, я днем так как бы в автобус там, ну, по-соседски там ходил, помогал. В автобусы уехали, мы как бы там, по крайней мере, с нашего микрорайончика. Вот, и, ну, не помню, я помню, что я вечером, пустая квартира, ну не пустая, в смысле, без домочадцев, то есть телевизор там смотрел, ждал автобус, ну, чтобы как ехать на смену. Жизнь подтвердила, что в целом стратегия работ по преодолению последствий аварии была выбрана правильно. Однако ее практическая реализация потребовала громадных материальных и финансовых затрат, а главное, забрала жизнь и здоровье людей. Можно ли было этого избежать? Была ли готова страна к подобного рода катастрофам? Если быть объективными, стоит признать, что к подобным событиям не была готова ни одна страна в мире.